Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет! Сегодня у нас обзор очередной танков нашей любимой игры World of Tanks. Наконец-то я накопил 6 с лишним миллионов и купил итальянскую ПТшку 10-го левела, да, новая ветка Минотавра. Контракара 3, по-моему, полное название. Вот. Офигенная вещь. У нас сегодня полноценный обзор, гайд по данной ПТ. Ну и предлагаю сразу уже начинать смотреть бронирование данного агрегата. Погнали. Итак, вот наш коллижен модель на Минотавра. Давайте изучать. НЛД у нас 190 мм, приведенки снизу 222 повыше 218, по краям к каткам ближе 271, здесь брони больше. Центральная часть между НЛД и ВЛД 382, 400 по краям, 70, 470. ВЛД 362, 368, надгусеничные полки у нас 444. И как, конечно, для десяток это очень крепкая ВЛД, просто сумасшедшая ВЛД. По поводу НЛД, да, десятки будут пробивать, конечно же, и какие-то девятки вас будут пробивать 100%. А вот восьмерки будут испытывать затруднения уже даже с НЛД. Вот. А в бои с восьмерками вы все равно будете попадать. Рубка под стволом 360, 390, 400, 440, 420, 400, да. Как таковой маски здесь нет. Первый лючок 250 фактического бронирования, в приведенке 350. Здесь все рикошет не пробивается. Верхняя планка вот эта, в зеленом виде. Там всего лишь 55 миллиметров, в приведенке 149, но сумасшедший угол наклона брони говорит о том, что рикошет. Смотровой прибор 300 миллиметров, тут все зашито. 350 брони. Здесь рикошет 365. Ослабленная зона дальний. Вот этот, который находится дальше от центра, ближе к задней части башни лючок. Он тоненький. 146. Но вот так вот правильно танк вы будете видеть. Здесь закрывает передний лючок, вот этот смотровой, да. Туда прям, ниточка надо попасть. Ну и вот такой угольничек торчит справа от этого лючка. Попробуй выцели. Боковое бронирование у нас 75 миллиметров. Вот. Внизу у нас вместе с фальшбортами совсем 90. Ниже вот есть 110. От борта танковать может. Хорошо, причем может. Через каток не бьется, но здесь какая-то интересная щель есть. Сейчас вот ее ловлю. Кто туда попадет, она очень узенькая. Угла поворота башни эффективно танковать и стрелять не даст, не хватит. Но затанковать, выехать, разрядить, врага и выехать, дать ему разочек больно, в принципе, можно. То есть броня сумасшедшая. Так, с броней разобрались, все тут отлично. Давайте смотреть основные модули. Точнее пушку. Пушку у нас с альфой в 530, в 700 с альфой на фугасах. 265 пробития основным снарядом, голдой 330, вполне себе, голда вообще классная. 5 снарядов в магазине у нас барабан. Время перезарядки между выстрелами на стоке 8 секунд. Время полной зарядки 24 секунды, и у вас 5 снарядов в барабане. Вот. Разброс 0,44. Время сведения 2,3. На стоке общий ДПМ почти 3К. Вполне себе. По полевой модернизации я сыграл всего лишь 2 боя на этой машине. И хочу сказать вот что. Будем вместе с вами изучать, что тут надо ставить. Прочность ходовой, скорости поворота ходовой. И тот момент нам очень важен, но она очень медленная. Я бы вам рекомендовал качать усиленную ходовую. По 4-му блоку скорости сведения, открываем огневую мощь. У нас сведение комфортное, а вот разброс не самый комфортный.
я бы поставил вот так. И это будет оправдано. В пятом блоке незаметности после выстрела и не кустовая ПТ. А вот обзор нам не помешает. Так. В седьмом блоке мы ставим что? К запасу прочности машины. Это круто. От времени заряжания 3%. Значит, экипажа от ранений. Я либо здесь ничего не качал, либо поставил систему пассивной безопасности. В восьмом блоке к скорости ремонта, к мощности, к максимальной скорости назад. Нафиг нам это не надо. Вот так бы закачал. Ремонтопригодные гусеницы. Вот. Ну что, как-то так. Так, пошли смотреть оборудование. По оборудованию в основной слот, поскольку нам нельзя поставить вот дающий буст на мощь огневую, поставить досылатель, ну просто на этого итальянца он не ставится, да. Из всего списка я порекомендовал им поставить все-таки вентилятор, потому что в принципе сводится 2.11 комфорт, но усиленные приводы наводки не так здесь важны. Вот, на месте крутится она более-менее, конечно, хотелось бы быстрее, но можно вот либо вместо вентилятора поставить улучшенный механизм, а вот дальше однозначно ставим во второй слот улучшенную закалку и ставим турбину обязательно, очень медленная, поскольку это ПТ штурмовая, ставим обязательно закалку, обязательно. Вот, по снарядам. Основной снаряд у нас ББХ, голда у нас кумулятивный снаряд. Вот, летит ББХ, внимание, 1300 метров в секунду. Кумулятивный снаряд, что это редкость для кумулятивного снаряда, такая скорость полета 1256. Очень комфортная скорость полета снаряда, как обычного, так и голдового. По снаряжению ставим стандартная ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Экипаж здесь у нас 4 члена экипажа. Вот, первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым перком боевого браса. Дальше качаете, как показано в таблице. По УВН у нас все хорошо по пушке, минус 10. По ХП 2270, тоже хорошо. По мобильности все плохо. 3-4 вперед с турбиной, 14 назад, 13 лошадей на тонну. Бронированная, тяжелая, очень медленная. Но, блин, зато хорошая броня. По незаметности это ПТ САУ, поэтому даже в движении у нее все равно 21%, неподвижный 32%. То есть с незаметностью тоже все норм. По обзору 412 метров. А по плюсам минусам ПТшки. Она большая, это, конечно, минус. Но она и бронированная, а вот это уже плюс. По подвижности 100% минус. Вот, по пушке. У ВН есть, скорость полета снаряда отличная, бронепробитие даже на основном комфортное, на голде вообще отличное. Да? Интересный геймплей у нас все-таки 5 снарядов в барабане. Да, между выстрелами 8 секунд, безусловно, 8. Но это лучше, чем с такой альфой там каких-нибудь 12 секунд. А найти время перезарядить барабан до полного, в принципе, можно найти всегда время. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотреть, как эта ПТшка играется в современном рендере. Погнали. Так, обзор боем Минотавра. ПТ САУ Италии 10 уровня. Венец топ итальянского ПТ строения САУ. Сейчас мы его боем-то проверим. Что это за агрегат? Фулл десятки у нас бой. Можно налево поехать, кстати. Можно направо. Две бабахи. Яга, ТЗ-110. Поехали налево. Торопиться не будем.
Размеренно. Сейчас КД между выстрелами. Проверим, насколько комфортно. Да. Ну, по подвижности тугая штука. Еле тащится. Реально. Вот имба ВЗ-55. 60 ТП у врагов на центре воюет, красавчик. Сразу видно профессионал. Так, ну чё, плавно стрелять как минимум 4К. Крути динамо, понял? Зашел снарядик. Едем дальше. Первые 5000 есть, это хорошо. Аккуратненько, да. Ой, Е3, это плохо. Ну не совсем верно. Я сам хер его знает. Я не растерялся, я же охранник. Все в говне. Имба. По-русски научись говорить, Рома. Как же это торопится. А у меня еще 9. Это Виталий Сергеевич, старший по смене. Начальника, привет! Заскандалили одному. И Армену в носяру херакс! Ты посмотри, какие, а! Это тебе сюрприз. Заработал 2000 рублей. Аккуратненько, аккуратненько. Уходим. Во-во, стерва. Выжили мы в жесткой перестрелке. Сумма 5К. Начальника Так, пришла. встретимся. От стервы, кстати. Нормально. Так, до 4К настрела косарь еще. Кому-то надо впитать врагов. Мой косарь. Там бабах где-то. Так. Бабаху, да. Жахнули. Стервочки не видать, нигде.
стерву. Сейчас как засветюсь. Воюю один на фланге. Все базы. Здравствуйте, коллеги. Вот это бонус код. Уничтожу тебя, моральная. Шпили-выли делать будем. Вот это бонус код. Уходи отсюда и все. Не, надо фармить его. Сейчас без почки будет Все ездить. гусеницы поотваливались. Праздник, Жогорме, присоединяйся. Так, давайте-ка мы откадышимся. Где-то еще я, кстати. О, Хотел отпраздновать свой день От рождения. лютует. Все, давайте, идите уже. Все нормально, выход всегда есть. А где Яшка? Какашка. Так, может не надо, а? Меня вот стерва беспокоит, где ездит. Так, 4800, 5-6к суммы есть. Уже хорошо, можно и поесть. Да? Ты мечтаешь заработать достаточно денег, чтобы позволить себе Я купить вещи. отлечу от Яги. Боюсь. Вон она. Оп, мимо. Вот так, опусти от ниже плинтусы. Ух ты. Насяйника пришел. Встречу исполняет, да? А куда Яга делась? Интересненько. Александр Родионович Бородач. Это по. Я не растерялся, я же охранник. Тоже мне стратегический объект. Почему, придурок? Я так уже 3 раза делал. Ладно, идем дальше. Не хватает бронеходителя. Вот он, А. ключ к успеху. Про ФВХ я подзабыл. Концовка, ФВХ короче, сзади очень приехала. трагическая и сентиментальная была. Дорогие друзья, 7, почти 8к суммарного урона. Давайте доглядим. Блин, бабаху я отпустил с этой ягой, так сказать, от своего взора. Что там у нас? Гриль. Да, Как Юрий воюет. Квартанов. Вот дает у них стерва. Ну, выйдь да убей ты ее назад чуть-чуть.
что, дурачок? Доездился. Ладно. Стерва помогла. Ну, что хочу сказать про Минотавра. Барабан это всегда хорошо. Барабан это всегда хорошо. И еще при том, что у нас поворачивается башня. У нас комфортный угол поворота. В принципе, башни есть броня. 3 фактора. Поворачивается башня на ПТ-САУ. Барабан. Лютый барабан по количеству снарядов. И броня. В принципе, мне понравилось. Можно было больше, кстати. Да, столько не пробитий в Ягу было, хотя здесь основной снаряд тоже хорошее пробитие. Можно было и 9К засыпать врагам. Ну, аппарат вот. Походу просто на нем надо больше возить голды. Так, что у нас Фоч? О чем думает? О чем думает Фош? А артовод, наверное, где-то вот здесь, в этих кустах. Принесли водку и чебуреки. Тихо, 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 тихо. Шпили-выли делать будет. Тихо, тихо, тихо. Что ты делаешь? Артовод. Марамойка пришла не одна, с Арменом. Начальника! Привет! Тут ко мне в гости пришел Игорек. Ох, а тут гриль. Неприятность какая. Вот. 261. Давай, 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 давай. Ну как ты прям совсем без сведения, родной. Бородач. Там уже Ягу окружили. Бородач. Вот так опусти от ниже плинтуса! Фош не может арту победить. Ладно. Все, помогли тебе, гриль помог. Так, что у нас там? Настрела чистую 5386, да? Ну, у нас бонус-код был, мы помним. У нас был ВЗ-55, который на базе АФК у них стоял. Ну, даже без него мы нафигачили почти 6К. Кстати говоря, да. Командный результат. Первое место по урону. 5386. 2908 еще, да? Вернее, сколько там? 2900. 8, почти 8,5К суммы. Сойдет, сойдет. Ну что, можно сказать. Как я уже говорил, наличие брони, поворотной башни и барабан решает очень много в этой игре. И данная ПТ-САУ всем этим обладает. Это хорошо. По поводу оборудования. Турбина ему 100% нужна. И вентиль с улучшенной закалкой, я думаю, наилучший вариант на самом деле. Потому что в принципе все остальное для этой ПТ-САУ это мусор. Как так. Ребят, пишите свои комментарии, если у вас этот агрегат, какой вы на него ставите оборудование. Я ему ставлю твердую 4 уверен. Да, может нагибать ездить. Вот. А с вас лайкосы. Конечно, подписывайтесь на канал, до сих пор не подписаны. Пока-пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.